Всем привет! Рассмотрим, на что способна видеокарта Sapphire Nitro Plus RX 590 GME на 8 ГБ в играх. Для ее тестирования воспользуюсь данным системником с указанными характеристиками. На момент выхода этого ролика на Авито данную карту часто выдают просто за 590. В ряде случаев такое несоответствие можно определить, посмотрев на имеющиеся на ней наклейки. Также по информации того, как она определяется в операционной системе. Интересной особенностью карточки является наличие переключателя, где для каждого из крайних положений используется свой BIOS, отличающийся между собой частотой. Устанавливаю минимальные значения и подключаю карту в материнскую плату. В Windows с помощью бенчмарка Superposition посмотрим, сколько баллов она наберет. По итогу, с учетом нагрузки, вызванной записью изображения с экрана, значение составило 8070. В отсутствии влияния на видюшку дополнительных факторов, показатель выглядит немного больше. Здесь я также заметил, что в программе карта определяется как RX 580, хотя в диспетчере устройств она представлена корректно. Теперь устанавливаю переключатель в противоположное положение, где используется BIOS с большей частотой, и вновь запускаю Superposition. По окончании стресс-теста с учетом дополнительной нагрузки количество баллов составило 8346, тогда как без нее 8666. Как видим, использование BIOS с большей частотой приводит к увеличению производительности. Давайте посмотрим, так ли это будет происходить в играх. Возвращаю переключатель в минимальный режим, что рекомендую делать на выключенном ПК, после чего запускаю Forza Horizon 5. В настройках графики, установив средние значения, посмотрим, как покажет себя карточка. В целом игровой процесс идет без каких-либо фризов, но при этом отчетливо наблюдается минимализм в визуальных эффектах. В таком режиме среднее значение FPS составляет порядка 73. Теперь, установив параметры графики на очень высокие, поглядим, что это даст. В таком случае у меня сразу появляется сообщение о нехватке системной памяти, но при этом прорисовка текстур, на мой взгляд, стала заметно лучше, хотя FPS значительно уменьшилась. Проверим, как обстоит дело в игре Cyberpunk на высоком качестве графики. В целом достаточно неплохо, за исключением того, что среднее значение кадров составляет около 30-34. Поменяю в настройках качество графики на впечатляющее. Как результат, FPS просело, но подвисаний и артефактов нет. Теперь на видяшке переключаю режим работы с BIOS, имеющим большую частоту, и посмотрим, что это даст. В Forza Horizon, выставив настройки на средние значения, наблюдается увеличение потребления оперативной памяти компьютера, а также самой карты, что, на мой взгляд, повышает качество графики. При этом среднее значение FPS остается близким к тому, что было при работе на более низкой частоте. Выставив графику на очень высокую, уведомление нехватки памяти осталось, а вот среднее значение по кадрам стало больше. В игре Cyberpunk на высоких настройках при сравнении работы биосов на карте с различными частотами существенных изменений я не заметил. Что касается впечатляющего режима качества графики, то здесь немного увеличилось среднее значение FPS. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.